Приветствую тебя, дорогой подписчик. На моем канале будет много интересного и познавательного контента. Подписывайся, ставь палец вверх и оставляй комментарии. Земля медленно плыла в черной бездне, как светлячок в ночном лесу. Тонкая голубая пленка атмосферы обнимала планету, удерживая тепло, дыхание и жизнь. Магнитное поле, невидимый щит, отражало смертельный поток частиц, летящих от Солнца и из глубин галактики. Снаружи – вакуум. Холод, радиация, безразличие. История Земли – это не история гармонии. Это летопись постоянного выживания, где каждая эпоха могла стать последней. Каждое утро – выигранная битва, и космос никогда не спит. Вселенная родилась не в тишине, а во взрыве. Большой взрыв был не началом порядка, а началом хаоса, который медленно учился быть сложным. Звезды рождались в агонии. Гравитационные облака сжимались, разрывались, вспыхивали. Планеты формировались из обломков, мусора, остатков катастроф. И все, что мы называем жизнью – побочный эффект этого жестокого процесса. Хаос не ошибка. Хаос – инструмент. Без взрывов сверхновых не было бы углерода, без гибели звезд – железо в крови, без катастроф – ни Земли, ни человека. Астероиды – древние странники. Они родились вместе с Солнечной системой и с тех пор не забыли, как убивать. Один такой камень, 10 километров в поперечнике, уже однажды переписал биографию планеты. Удар, и небо стало огнем. Пыль закрыла Солнце. Наступила зима. Динозавры, правившие Землей 160 миллионов лет, исчезли за геологический миг. И все это из-за камня, летевшего в темноте миллионы лет. Сегодня человечество научилось смотреть в небо. Телескопы отслеживают большинство опасных тел, но не все. Некоторые астероиды приходят со стороны Солнца, оттуда, где наши приборы слепы. Мы больше не беспомощны, но и не всемогущие. Сверхновая – это крик умирающего гиганта. За секунды она выделяет больше энергии, чем Солнце за всю свою жизнь. Если такой взрыв произойдет слишком близко, озоновый слой Земли будет уничтожен. Радиация пройдет сквозь атмосферу, как нож сквозь бумагу. Бетельгейзе – красный гигант в плече Ориона. Он дышит тяжело, он стар, он умирает. Когда он взорвется, небо станет вторым Солнцем. Красивым и потенциально опасным. Гамма-всплески – это оружие богов. Сфокусированный луч энергии, способный стереть атмосферу планеты за секунды. И если такой луч попадет в Землю, не будет взрывов, не будет огня. Будет тишина и смерть. Ученые считают, что один из таких всплесков уже бил по нашей планете 440 миллионов лет назад, вызвав массовое вымирание. Вселенная не выбирает жертву, она просто стреляет. Где-то между звездами скитаются черные дыры. Невидимые, безмолвные. Они не охотятся, но если такая тень пройдет рядом с Солнечной системой, орбиты планет могут превратиться в хаос. Земля может быть выброшена в холод или упасть в Солнце. Вероятность ничтожна. Но Вселенная огромна. Солнце – источник жизни и источник смерти. В 1859 году вспышка Кэррингтона зажгла телеграфные провода. Сегодня подобное событие может погрузить цивилизацию во тьму. Отключатся электросети, исчезнет связь. Наступит цифровой каменный век. Мы живем в тени звезды, которая может напомнить, кто здесь хозяин. Галактические космические лучи пронизывают все. Земля защищена, Марс нет. Будущие колонисты будут жить под толщей грунта, прячась от невидимой смерти. Человек создан для Земли. Космос его не ждет. А если сама реальность нестабильна? Если пространство-время – это ложный вакуум, который однажды лопнет. Пузырь истинного вакуума расширится со скоростью света, переписывая законы физики. Атомы перестанут существовать. Материя исчезнет. Мы никогда не узнаем, что произошло. Человечество осознало свою хрупкость. И вместо того, чтобы замереть, оно начало двигаться. Телескопы, зонды, планетарная оборона. Мы учимся не потому, что нам любопытно,
а потому что боимся. Под водами Мексиканского залива спит кратер Чикшулуп, шрам планеты. Он напоминает, это уже случалось. Но теперь мы можем ответить. Миссия DART показала, орбиту астероида можно изменить. Это первый шаг. Маленький, но человеческий. Солнечная система не стоит на месте. Мы пересекаем спиральные рукава Млечного Пути, проходя сквозь пыль, газ и тьму. Однажды плотное облако может сжать гелиосферу. Космическая радиация усилится, климат изменится. Ледниковый период может прийти не с Земли, а из космоса. Нейтронные звезды сталкиваются, рождая килоновые взрывы. Черные дыры искривляют пространство. Галактические приливы запускают кометные дожди. Одна комета, летящая со скоростью десятков километров в секунду. Смертельнее любого астероида. Ядро Земли остывает. Магнитное поле не вечно. Когда-нибудь солнечный ветер начнет сдувать атмосферу, как это произошло с Марсом. Это не завтра, но и не никогда. Самая страшная угроза может быть разумной. Цивилизации. Релятивистское оружие. Зонды фон Неймана, пожирающие системы ради самовоспроизводства, космос может быть не пуст и недружелюбен. Каждое вымирание открывало путь новому. Динозавры ушли. Пришли млекопитающие. Прошлое умирает, чтобы будущее могло родиться. Катастрофы – не конец истории, они ее редакторы. Марс – резервная копия человечества. Луна – полигон. Звезды – Цеиосетля. Межзвездные перелеты не роскошь, а необходимость. Остаться на одной планете – значит однажды погибнуть. Мы не центр Вселенной. Мы случайности, но случайность, способная понимать. И в этом наша сила. Даже если Вселенная циклична, даже если все исчезнет, знание имеет значение. Оно может родиться снова. Космический мусор – еще одна угроза, созданная нами самими. Синдром Кеслера может запереть человечество на планете. Очистка орбиты – это не инженерная задача. Это вопрос выживания. 95% Вселенной дейсумнены. Вселенной темная материя и темная энергия. Мы не знаем, что это. И не знаем, опасно ли это. Игнорировать неизвестное значит приглашать катастрофу. Когда-нибудь вся промышленность Земли будет работать на одну цель – защиту планеты. Лазеры на Луне, базы в точках Лагранжа, рои автономных спутников, но даже они не победят законы физики. Жизнь – это сопротивление распаду. Каждый прожитый день – победа над хаосом. Мы рождены из звездной пыли. Мы – дети катастроф. И пока мы думаем, смотрим в небо и не боимся знать правду, у человечества есть будущее среди звезд. Интерлюдия. Тишина между катастрофами. Между ударами космоса всегда есть пауза. Она может длиться секунды, тысячелетия или миллионы лет. Именно в этой тишине возникает иллюзия безопасности. Человеческая цивилизация существует всего миг по космическим меркам. Если сжать историю Вселенной до 1 года, человек появится за несколько секунд до полуночи. 31 декабря. И именно в эти секунды он решил, что мир стабилен. Но стабильность – это редкое состояние материи. Геологические пласты Земли хранят следы тысяч катастроф, о которых мы никогда не узнаем. Стертые ударные кратеры, измененные изотопы, всплески радиации, пришедшие из ниоткуда. Каждая эпоха считала себя нормальной, пока не наступал конец. И все же жизнь каждый раз возвращалась. Жизнь на Земле – это тонкая химическая аномалия. Она держится на узком диапазоне температур, давления и радиации. Сдвинь любой параметр, и сложные молекулы распадутся. ДНК не создавалась для космоса. Она уязвима. Она ломается. Космические лучи пробивают клетки, оставляя мутации. Иногда они дают эволюционный скачок. Чаще – рак и гибель. Мы существуем на грани допустимого, балансируя между созиданием и разрушением. И все же именно эта хрупкость сделала нас гибкими. Жизнь выживает не силой, а адаптацией. Человечество любит верить, что оно управляет ситуацией.
Но большинство космических угроз невозможно остановить. Их можно лишь предсказать. Мы не можем остановить вспышку сверхновой. Не можем отменить магнитную инверсию. Не можем предотвратить старение Солнца. Наше оружие – не сила, а знание. Раннее обнаружение, время на реакцию, выбор наименее гибельного пути – это не контроль, это диалог с неизбежным. Мы часто задаем вопрос – одиноки ли мы? Но гораздо реже задаем другой. А что, если нет? Разум, достигший космического уровня, перестает быть биологическим. Он становится машинным, распределенным, холодным. Его ценности могут быть несовместимы с нашими. Для такой цивилизации Земля – не дом, а ресурс. Никто не обязан нас спасать. Никто не обязан нас замечать. Тишина космоса может быть не признаком пустоты, а признаком осторожности. Почему мы все еще здесь? Если катастрофы так часты, если Вселенная так враждебна, почему жизнь вообще существует? Возможно, потому что мы наблюдаем мир изнутри выжившего сценария. Все цивилизации, которым не повезло, не задают вопросов. Их истории закончились, не оставив следов. Мы – статистическая аномалия. Но аномалия, которая осознала саму себя. Даже если человечество исчезнет, Вселенная не заметит. Галактики продолжат вращаться, звезды – рождаться и умирать. Но что если мы – не финал, а переходная форма? Возможно, разум – это способ, с помощью которого Вселенная учится смотреть на себя. И если это так, то каждая цивилизация – попытка, эксперимент, черновик. Наша задача – продлить этот эксперимент как можно дольше. Каждая технология, созданная для защиты от космических угроз, меняет саму цивилизацию. Планетарная оборона требует глобального сотрудничества. Нельзя защитить одну страну от астероида. Нельзя спасти один континент от солнечной бури. Космос стирает границы. Катастрофы делают нас единым видом. Когда придет выбор, кого спасать, какие регионы защищать, какие жертвы допустимы, человечество столкнется не с физикой, а с моралью. Выживание – это не только инженерная задача. Это вопрос ценностей. Кто мы, если готовы спасти себя любой ценой? И кто мы, если готовы погибнуть, но сохранить человечность? Вселенная не зла. Она просто равнодушна. И именно в этом равнодушии рождается смысл. Мы не обязаны существовать, но мы существуем. Каждый телескоп – это акт неповиновения хаосу. Каждая формула – маленький бастион против энтропии. Каждый ребенок, доказательство того, что мы верим в завтрашний день. Мы не знаем, какая катастрофа будет последней. Но мы знаем, что разум – это единственное, что может подготовиться к концу заранее. И пока мы смотрим в небо не только со страхом, но и с вопросом, человечество еще не проиграло.